один-два раз и еще раз об оттенках. О них говорят, когда цветовая концепция связана с близлежащими по цветовому кругу сегментами, с близкой цветовой гаммой. Тогда мы работаем в узком поле, и цвета отличаются на малый шаг оттенка. Другая концепция связана с равновесием больших зон, противоположных на цветовом круге цветов. Здесь мы говорим об оттенках одного или другого цвета. Неяркими оттеночными цветами хорошо окружать дорогие яркие сегменты, которые на таком поле будут выглядеть насыщенно, но особенно если для этого фона выбран оттенок противоположного цвета. И наоборот. Михаил Матюшин предлагал использовать дорогой и сложный сцепляющий цвет, чтобы гармонизировать разбеленные большие пятна. Практическое применение – покрасить дом двумя дешевыми, допустим, блеклыми известковыми красками, которые будут смотреться ярче, насыщеннее, сложнее, если детали этой архитектуры будут выкрашены дорогой масляной краской правильного сцепляющего цвета. Принцип одновременного контраста, по сути. А вообще универсальный прием – использование простого серого для гармонизации сложных по цвету областей неочевидных пар. Серый при этом работает как хамелеон и приобретает в определенный момент оттенок противоположного дополнительного цвета к каждому из присутствующих или воспринимается как цвет из нужной сближенной гаммы. То есть это все еще серый, но наполненный в нашем восприятии нужными цветовыми оттенками. Чистота неярких цветов напрямую зависит от окружения. Они могут выглядеть недостаточно свежо, если окружены сочным, чистым, близким на круге цветом. Это особенно проявляется, когда краска контрольного участка недостаточно хорошо вымешана. Недомес, превративший цвет в грязь, не добавляет живописи. Когда в цветовом замесе участвуют противоположные цвета, они гасят друг друга в плане насыщенности, это понятно, но при недомесе активно выстреливают малые дозы побочных цветовых примесей, ранее неприметных оттенков. Универсальное решение здесь – домешивать как следует, утопить примеси, а еще не смешивать противоположные цвета 50/50. Сложнее будет 60/40 или 40/60. Синий и оранжевый, или коричневый, допустим, где все-таки один из цветов чуть больше превалирует, это уже будет сложный серый с оттенком. Если больше коричневого, будет условно теплый серый. И, конечно, он будет интересно сочетаться с собратом, другим серым, где процентное соотношение синего и коричневого будет уже 60/40. И да, насыщенность нашего теплого серого поднимется, если рядом будет такой же неяркий цвет, почти серый, но составленный иначе. Допустим, из лимонного и фиолетового, где превалирует, скажем, фиолетовый, то есть будет холодный серый в качестве фона. Особый интерес к оттенкам стали проявлять впечатленцы, импрессионисты во второй половине XIX века, которые сознательно пожертвовали тоном и, соответственно, объемом, пространством ради цвета, ради валеров, оттенков. Но если у импрессионистов это была сама цель, то у реалистов это дополнение к основному концепту. А это, повторюсь, либо близлежащие, либо противоположные сегменты круга. Обычно этого достаточно. Если появляется третий цвет или вторая контрастная пара, есть опасность раздробить живопись. Тут надо обязательно расставлять жесткие приоритеты. Например, четко обозначить основной контраст и дополнить его уже так называемой малой контрастной парой. Малый по насыщенности или по размеру, который будет отвечать за акценты для привлечения внимания к композиционному центру, допустим. Так или иначе, природа, натура заставляет художника быть очень внимательным. Даже фотоаппарат не всегда считывает такие моменты, как усиление насыщенности цвета, усиление локального цвета по самому краю формы, когда свет встречается с предметом. Локальный цвет вспыхивает и дальше разбеливается на свету.
но это тот самый аванс, предустановка цвета, который дает нам предварительную информацию о локальном цвете объекта. Потом этот локальный цвет может также вспыхнуть, проявиться и на повороте формы, перед тенью, чтобы уже в тени наполниться рефлексами и устремиться в противоположную по цвету и теплохолодности сторону. Так что считывание оттенков – это результат внимательного наблюдения, сравнение близлежащих зон, где мы снова попадаем в область восприятия. Но мы должны помнить, что восприятие на натуре и на картине будет одинаковым при правильно взятых отношениях. То есть, если на натуре серый оттенок кажется слишком таким синим из-за коричневого, рыжего окружения, не обязательно хвататься за синюю краску. Можно также использовать серый, главное взять его в правильном окружении. Он на нашей картине будет казаться синим, этого достаточно. Это убедительно и без переигрывания. То есть или анализ, или эмпирический путь. Положили синий, смотрится ярко, хотя на палитре казался тем, что надо. Заменили на серый, слишком блекло, добавили яркости рыжему окружению. О, в самый раз. Поэтому бывает так важно работать мозаично, последовательно раскрывать близлежащие зоны, чтобы не промахнуться. Разбрасывая цветовые пятна по всей картине, вы будете очень приблизительны и вряд ли попадете в верное сочетание. В основе современного понимания цветовых схем лежат и опыты по исследованию нашего восприятия. Опыты, допустим, Марии Эндер в 1920-30-х в Институте мозга. Как мы воспринимаем колебания цветного маятника, например. Если смотрим широко, расслабленно, используя периферическое зрение, это одно. Маятник и среда становятся насыщеннее, все тот же одновременный симультанный контраст, усиленный движением. А если смотрим на сам объект, следим за центром, все угасает. Такие опыты говорят о том, что восприятие наше будет разное во времени и зависит от множества условий. Поэтому с оттенками мы и входим в область не столь очевидную, не просчитываемую. Но потому хорошие картины, сложная живопись далеки от фотографий. Невозможно довериться секундному кадру или уложить все в простые шаблоны. Их больше скорее в абстрактной, не фигуративной живописи. А тут природа подкидывает все время вопросы с неочевидными решениями. И этих вопросов с разными ответами множество, даже, казалось бы, в рамках простого реалистического рисования. Немаловажны оттенки смысла, оттенки генеральной идеи, второй уровень восприятия, что делает картину более сложной и интересной для транскрипции, для интерпретации. Это оттенки в трактовке сюжета, но до этого еще надо дойти, то есть прежде чем добавлять оттенки к тому, что изображено, хорошо бы решить все проблемы в вопросе, как это будет сделано, или подумать об этих оттенках смысла заранее. Сейчас есть множество способов визуализировать идею до того, как будет нанесен первый мазок. А то вот эти размышления с карандашом в руках или с кистью в руках, изменение сюжета по ходу исполнения картины может усложнить смысл, но окончательно убить живопись. 3 раза переписанный предмет, ой, это будет чашка, нет, стакан с водкой, нет, рюмка с коньяком. Нет, все же чашка. Это обнажит метание художника и в конечном итоге явит зрителю грязноватую липуху в центре картины. Сначала подумать, а потом писать.